Здравствуйте, уважаемые подписчики и новые зрители нашего канала. Хочется предложить вам вот такой вот вариант использования старого веревочного фильтра. Все мы знаем, что веревочные фильтры используют в системах водоочистки многие датчики. В основном используют для потребления воды из общего водопровода, чтобы он очистил эту воду от ржавчины, песка и других таких жестких примесей, прежде чем она поступит к вам в какой-то бойлер, душ и, в общем, для использования в хозяйстве более чистой воды. Как правило, служивший фильтр просто вынимают и выбрасывают на свалку. Но, в общем-то, более подробно изучив его состав, я пришел к мнению, что его можно использовать повторно. Он представляет собой не что иное, как просто бобину веревки. Видите, я уже вот для вас ее раскрутил. Да? Вот такая веревочка, состоящая из нетканого материала. Вот поближе, если посмотреть, видно, что она не тканая, а она просто скручена из мелких волокон. По моим оценкам, это предварительно это вообще синтепон. То есть она полностью синтетическая. В принципе, веревочка по прочности примерно равносильно, наверное, шпагату льняному. Да? То есть, если вы этот фильтр выняли и просто высушили ее, нашли хвостик, как ее отмотать, отматывается она замечательно, ее вполне можно использовать для каких-то хозяйственных нужд в огороде, в саду, для подвязки каких-то там ловчих поясов. Даже прямо с нее, кстати, можно тоже сделать неплохой ловчий пояс. Можно ее распушить и тоже как-то использовать как вариант. Можно на нее подвязывать огурцы, помидоры, какие-то дыни, там, растения. Ну, завязывать какие-то мешки. И у вас получится, в принципе, как бы очень такая длинная веревочка. Вполне сопоставима с катушкой нормальной веревки, которая стоит столько же, приблизительно, сколько и стоит новый веревочный фильтр. Получается, что вы как бы экономите в 2 раза. Вы использовали фильтр, и после этого этот фильтр используете второй раз. И как вариант, видите, фильтр использован, он вообще должен быть коричневый. И мы, как видим, у него, вот видите, остаток небольшой, коричневенький, да? И вот в торце, видите, вот он, коричневый чуть-чуть еще, да? Получается так, что у нас фильтр забивается только самая наружная веревка. Если вы выняли фильтр, отмотали 2-3 слоя до белого, вы можете закрепить эту веревку, ставить его обратно в кассету и повторно им фильтровать воду. И вы получите, в принципе, точно такую же воду, поскольку задерживающие частицы дальше второго-третьего слоя веревки просто не проходят. А те, которые проходят, они пройдут и через 10 слоев. Получается, что фильтр в принципе многоразовый, только вам об этом никто не рассказывает. Можете отмотать, вставить и дальше еще месяц-другой фильтровать воду. То есть, если вы на сезон покупаете, допустим, 2 фильтра или 3 фильтра, этот период смены, в общем-то, вы можете сократить и все равно повторно его использовать просто как обычную веревку. Ну, вот такой простой лайфхак у нас маленький. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, кому-то этот совет, возможно, пригодится. Кто любит природу, кто любит повторно что-то использовать, я думаю, что меня поймут. До свидания. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.